Всем привет! В этом видео я отвечу на самые часто задаваемые вопросы, объясню и наглядно на нескольких примерах покажу, почему не получается лепесток в складку. Надеюсь, это видео будет вам полезным и поможет в дальнейшем избежать ошибок. Итак, слева неправильно сделанный лепесток, справа так должен выглядеть лепесток, который сделан правильно. И сейчас я возьму отрезок ленты 5 на 5 см и сделаю лепесток обычным образом, как я его делаю. И после этого я все подробно расскажу и покажу. Неправильно сделанные лепестки практически всегда получаются короткими, даже из ленты 5 см. Неправильно сделанный лепесток невозможно выгнуть в чашечку, и смотрится он не очень красиво. Запаиваю кончик. И теперь отрежу и обработаю огнем низ. Вот так выглядит правильно сделанный лепесток в складку. И теперь наглядно смотрим все на примере. Для этого я возьму квадрат из бумаги. Складываю бумагу так, как мы обычно складываем ленту. И теперь смотрим, как мы делаем первый загиб. Мы делаем его не параллельно верху, а под углом. Во втором загибе мы просто опускаем кончик ленты, чтобы он ровно лег с первым изгибом у основания. Вот эти два изгиба должны быть ровными. И дальше нам осталось закрепить хвостик. Мы его также выравниваем с двумя изгибами у основания, но при этом мы его слегка подтягиваем к самому основанию, не кверху, не так, как он сам по себе ложится, а к основанию. И смотрим все на примере с лентой. Для большей наглядности я воспользуюсь пинцетом. Складываем ленту и зажимаем ленточку от начала до конца под углом. Поднимаем вверх края и вытаскиваем пинцет. Дальше зажимаем все слои очень близко к верху, параллельно верху, не на всю длину лепестка, а на большую его половину. Опускаем хвостики. Смотрим, чтобы все слои у основания лежали ровно. Вытаскиваем пинцет и снова зажимаем лепесток чуть больше, чем наполовину, очень близко к верху и параллельно верху. И кончики натягиваем слегка не кверху, а к низу. И также выравниваем у основания все слои. Кончики также должны лечь на один уровень со всеми предыдущими слоями. Отрезаем кончик лепестка мы не на уровне с самыми короткими загибами, а чуть пониже. На миллиметр-два ниже. Запаиваем и хорошенько закрепляем кончик. Вот наш готовый лепесток. И теперь почему лепестки получаются плоскими? Плоскими они получаются от того, что низ срезан параллельно верху лепестка. Объемный лепесток получится лишь в том случае, если низ срезан также под углом. Срезаем уголок. И обрабатываем низ.
Лепесточки готовы. Их можно оставить такой формы, а можно выгнуть немножечко чашечкой и запаять вверх. Или просто выгнуть. Просто пальчиком выгибаем слегка внутрь. Вот такая форма может быть. А можно также запаять кончик. И вот так будут выглядеть лепесточки с запаянным кончиком. Просто выгибаем лепесток чашечкой и аккуратно пальчиками находим серединку, зажимаем пинцетом и слегка запаиваем кончик. С неправильно сделанным лепестком ничего этого сделать невозможно. Ни выгнуть, ни запаять кончик. И сейчас я проделаю то же самое, но уже без пинцета. Складываю ленту, делаю первый заворот под углом. Вы видите уголок. Второй я просто выравниваю ленту. И третий загибаю краешек, слегка подтягивая его к основанию. Все слои должны быть ровными у основания. Срезаю кончик чуть пониже, чем самые короткие слои. И под уголком срезаю и запаиваю низ. Если лепестки вам нужны плоские и тонкие, тогда низ срезайте не под углом, а параллельно верху. Если вам нужны объемные лепесточки, то низ срезайте под углом. Вот и все, лепестки готовы.